Глава 1. Мозг, изменяющий себя. Ведущим видом деятельности мозга является изменение самого себя. Марвин Леминский. Когда меняется наше мышление, меняется и мозг. Как писал психолог Дональд Хэбб, нейроны, которые вместе загораются, сплетаются, то есть умственная активность действительно создает новые нейронные структуры. Получается, что даже наши мимолетные мысли и чувства могут оказывать долгоиграющее воздействие на мозг, оставляя после себя следы, словно весенний дождь на мягкой почве. Например, у лондонских водителей такси, которые в силу своих особенностей профессии обязаны запоминать бесчисленное количество извилистых улочек, увеличивался размер гиппокампа, важнейшего для формирования визуально-пространственных представлений отдела мозга, потому что именно он получает дополнительную тренировку. А еще, чем счастливее вы становитесь, тем активнее работают фронтальные отделы вашего мозга. То, что проходит через ваш разум, формирует ваш мозг. Получается, что можно использовать разум, чтобы изменить мозг к лучшему. А это, в свою очередь, принесет пользу вам и каждому человеку, с которым вы столкнетесь в жизни. Цель книги – показать вам, как этого добиться. Вы узнаете, что происходит с мозгом человека, когда он счастлив, когда любит, когда пребывает в мудрости. Вы научитесь применять разные техники для активации этих состояний и их постепенного пошагового усиления. Это позволит вам со временем перепрошить свой мозг изнутри и почувствовать еще большее благополучие, удовлетворенность отношениями и внутреннюю умиротворенность. Основные факты о вашем мозге. Ваш мозг – это 1,5 килограмма ткани, внешне чем-то напоминающей тофу. Эта ткань содержит порядка 1 триллиона клеток, в том числе 100 миллиардов нейронов. В среднем каждый нейрон образует около 5000 соединений с другими нейронами, так называемых синапсов. Если это синапсы-получатели, то через них нейрон получает от других нейронов сигналы, обычно в форме химических элементов, которые называют нейротрансмиттерами. Сигнал указывает нейрону, возбуждаться или нет. Возбуждение нейрона зависит в основном от сочетания сигналов, получаемых в каждый конкретный момент. Когда же нейрон возбуждается, он начинает по синапсам посылать сигналы другим нейронам, передавая сообщение, возбуждаться им или нет. Обычный нейрон возбуждается от 5 до 50 раз в секунду. За время, которое потребуется вам на прочтение этого раздела, у вас в голове будут переданы в буквальном смысле квадриллионы сигналов. Каждый нервный сигнал – это бит информации. Нервная система перемещает информацию по вашему организму так же, как сердце качает кровь. Если обобщить, всю эту информацию называют разумом или духом. Духовную, психическую работу мы по большей части не осознаем. В этой книге мы применяем термин «разум», подразумевая в том числе сигналы, которые регулируют стрессовые реакции, умение ездить на велосипеде, личностные особенности, надежды и мечты, а также позволяет постичь смысл слов, которые вы только что услышали. Мозг – это первостепенная, движущая и формирующая сила разума. Он работает настолько активно, что тратит до 25% потребляемого нами кислорода и глюкозы, хотя его вес составляет всего 2% от веса нашего тела. Он работает без остановки, гудит, будто холодильник, и количество потребляемой им энергии не меняется и не зависит от того, спите вы крепким сном или сосредоточенно что-то обдумываете. Количество возможных комбинаций возбуждения или торможения сотни миллиардов нейронов составляет 10 в миллионной степени, то есть единица и еще 1 миллион нулей. По сути, это и есть число возможных состояний вашего мозга. Чтобы лучше понять значение этого числа, сравним его с количеством атомов во Вселенной. Их всего лишь 10 в 80 степени. Сознательные психические события основываются на временных комбинациях синапсов, которые формируются и распадаются обычно в течение пары секунд.
Также нейроны способны создавать долгосрочные нервные цепи, соединения в которых усиливаются каждый раз, когда происходит определенная психическая активность. Мозг работает как целостная система. Именно поэтому, когда какую-то его функцию, например, внимание или эмоцию относят к отдельной его части, подразумевается очень сильное упрощение. Ваш мозг взаимодействует с другими системами тела, которые в свою очередь взаимодействуют с миром. Кроме того, разум тоже формирует его. В самом широком смысле ваш разум формирует мозг, тело, окружающая среда и человеческая культура, но и разум сам по себе. Говоря, что разум основывается на работе мозга, мы также значительно все упрощаем. Взаимодействие разума и мозга столь глубинно, что эффективнее всего рассматривать их как единую взаимозависимую систему разума и мозга. Беспрецедентная возможность. Микроскоп, несомненно, произвел революцию в области биологии, однако функциональная МРТ, которая активно использовалась в исследованиях нескольких последних десятилетий, позволила нам значительно расширить объем научных данных о разуме и мозге. По-видимому, за последние 20 лет мы узнали о мозге больше, чем за всю известную историю человечества. Алан Лешнер. Между тем, в последнее время отмечается рост интереса к созерцательным традициям, в рамках которых разум и, соответственно, мозг исследовались уже тысячи лет. Эти практики позволяли успокаивать разум до такой степени, что можно было замечать в его малейшие колебания и применять сложнейшие механизмы их трансформации. Если вы хотите добиться хороших результатов в какой бы то ни было деятельности, полезно сначала изучить опыт людей, которые уже освоили этот навык. Например, смотреть по телевизору передачи ведущих шеф-поваров, если вы желаете научиться готовить. Поэтому, если вы хотите ощущать больше счастья, внутренней силы, ясности и умиротворенности, вам обязательно нужно поучиться у людей, практикующих созерцание, как у преданных любителей, так и у настоящих монахов, которые упорно развивали в себе эти качества. Почти любой несозерцательный подход к жизни практически гарантирует несчастье. Отец Томас Китинг. Хотя созерцательность может показаться вам экзотическим термином, вы наверняка переживали это состояние, когда медитировали, молились или просто с удивлением смотрели в звездное небо. В мире много созерцательных традиций, которые в большинстве своем ассоциируются с основными религиями – христианством, иудаизмом, исламом, индуизмом и буддизмом. В истории науки достаточно примеров плодотворности одновременного применения двух наборов техник, двух разных идей, разработанных в разных контекстах, для открытия новой истины. Джордж Роберт Оппенгеймер. Лучше всего, с научной точки зрения, исследован, конечно же, буддизм. Как и наука, буддизм призывает людей не верить ничему слепо и даже не требует верить в какого-то бога. Кроме того, в рамках буддизма разработана подробная модель разума, которая соответствует знаниям, накопленным в области психологии и неврологии. Именно поэтому, несмотря на глубокое уважение, которое мы питаем к остальным созерцательным традициям, в этой книге мы будем в первую очередь обращаться к буддийским взглядам и практикам. Представим каждую из дисциплин – психологию, неврологию и созерцательные практики в форме круга. Открытия, сделанные в точке пересечения этих дисциплин, пока только раскрывают нам свой потенциал. Однако ученые, клиницисты и созерцатели уже очень много узнали о состояниях мозга, лежащих в основе благотворных психических состояний, а также о том, как их активировать. Эти важные открытия дают вам уникальную возможность повлиять на собственный разум. Вы можете стараться облегчать любой дистресс и любые дисфункции, улучшать свое благосостояние и поддерживать духовное развитие. Эти основные виды деятельности можно назвать путем пробуждения. И мы стремимся с помощью нейробиологии помочь вам с легкостью пройти этот путь. Ни одна книга не сделает ваш мозг мозгом Будды, но вы сможете развить в собственном разуме больше качеств, связанных с радостью, заботой и мудростью, если разберетесь в том, как система разума работала у людей, которые уже достигли определенных высот на этом пути.